Моя охота на тенгу в Токио. Конничева, Элиза дес. Я знаю, что увиденное может вызывать вопросики. Еще до того, как смонтировать и опубликовать это видео на YouTube, я создала его мини-версию для моего TikTok-канала. И там один из комментаторов писал: «Я, проснувшись, едва разомкнув глаза, не сразу поняла, что происходит на видео. И первая мысль моя была такая: а что Дед Мороз забыл в Японии?» И я очень люблю этот комментарий, поэтому прежде чем приступать к описанию всего вот этого дня, который случился в моей жизни, давайте поговорим все-таки о том, что такое тенгу и почему оно вообще существует в Японии. Тенгу — это существа из японского фольклора, которые считаются духами гор и лесов. Их отличительные черты — это красное лицо, длинный нос, а также черные крылья за спиной. В прошлом они несли в себе скорее образ пугающих созданий, которые могли похищать людей, путать путников, сбивать их с дороги. Тем не менее, со временем их образ постепенно стал меняться, и вот уже из пугающих созданий они приобрели образ таких вот защитников, которые даже могут научить кого-то, например, достойным техникам меча, потому что тенгу славятся своими техниками меча. Образы тенгу довольно часто встречаются в аниме, иногда как конкретный персонаж, который является тенгу, а иногда как скорее какая-то отсылка, например, часть дизайна или просто история, связанная с этими горными духами где-то на заднем фоне. Один из примеров такой вот отсылки — это аниме «Истребитель демонов», в котором один из персонажей носил вот такую вот красную маску тенгу с длинным носом. Следующее аниме — это «Мое перерождение в слизь». Там также упоминались тенгу как жители горных местностей, да, у которых есть крылья за спиной, которые живут отреченно от других народов и никого не впускают на свои территории. И еще одно аниме под названием «Очень приятно, Бог». И да, если вы вспомнили свои школьные годы, ставьте лайк. Это аниме о девочке, которая внезапно стала богиней какого-то местного святилища, и прямо там в сюжете появляется персонаж тенгу, которого зовут Курама, и, насколько я помню, он в этом аниме притворялся школьником, да, и играл роль вот такого вот местного идола, который ушел из вот этих горных лесов, и из-за этого даже постепенно начал терять какие-то свои особенные силы. Но давайте вернемся к основному сюжету нашего видео. Событие, о котором я хочу рассказать, проходит обычно в конце февраля, в начале марта. Это Сэцубун. И Сэцубун, как правило, это праздник, во время которого изгоняются демоны и призывается удача в дом, да, это традиционный праздник. И он состоит из каких-то вот трех основных элементов. Первый элемент — это когда приходят люди, наряженные в одежду демонов. Второй элемент — это когда в этих людей бросаются бобы. Это бобы в данном случае — это такой символ очищения, да, вы с помощью них прогоняете демонов. И третий элемент — это специальное проговаривание фразы «Онива сото, фукува учи». Когда вы проговариваете эту фразу, вы фактически говорите «демоны прочь, удача в дом», да, то есть вот эта вот ритуальная часть этого мероприятия, она довольно важна. По классической традиции это мероприятие может проводиться двумя способами. Один из них — это небольшое уютное событие дома, когда один из членов семьи надевает костюм или маску демона, и его должны забросать бобами и прогнать из дома. А второе, да, это когда проводится какое-то более крупное мероприятие, например, при каком-то храме или в каком-то отдельном городе может проводиться фестиваль. И есть у этого мероприятия еще одна интересная ритуальная особенность. Это запугивание детей. Да. Для меня, конечно, это все выглядит очень странно, но, например, если мы говорим про какое-то домашнее событие, когда отец семейства надевает костюм демона, приходит с дубинкой, в дом, и перед ним стоит, двухлетний, трехлетний ребенок, который не совсем понимает, что это его отец. Ребенок не совсем понимает, что ему делать.
Как я сказала, по идее, вместе там с другими членами семьи этот ребенок должен набрать бобов, закидать демона бобами, прогнать его из дома. И вот таким образом усваиваются определенные какие-то моральные и неморальные, духовные ценности. Например, то, что зло возможно прогнать, а для этого нужно не бояться и не сдаваться. Тем не менее, тем не менее, иногда, демоны выглядят настолько реалистично, что ребенок, не сразу и, возможно, даже до самого конца не совсем понимает, что происходит. И, естественно, эта ситуация вызывает у него скорее истерику. Я не могу сказать, что все японцы забрасывают, друг друга бобами. Я не могу сказать, что ребенка пытаются довести до белого коленя специально. Нет, у меня нет такого посыла. Но это такая ритуализированная часть мероприятия, и действительно бывает такое, что дети очень сильно пугаются, и им как бы нужно объяснить, что происходит и что нужно делать в такой ситуации. Но событие, о котором я хочу вам рассказать, оно немножко отличается от вот этой вот уже принятой ритуальной традиции. Вместо того, чтобы по улицам гуляли демоны, которых нужно разбрасывать бобами, на улицах Шимокитадзавы во время проведения вот этого фестиваля проходит тенгу. И вы спросите меня, почему тенгу? На самом деле тенгу и демоны в японской мифологии это вот ну, не совсем близкие существа. И если пытаться и проводить какое-то сравнение, то это как колобка запихнуть в сказку о Бабе Яге. Вот есть что-то такое странное. Так вот, Тенгу в районе Шимокитадзава, он является защитником. Насколько я понимаю, там есть храм под названием Шинрюджи, в котором как раз-таки вот этот Тенгу является духом-защитником. Поэтому в день изгнания демонов и вообще зла, нечистой силы, да, Тенгу просто гуляет по улицам, да, это выглядит как какая-то процессия. Он просто ходит по улицам и своим видом отпугивает зло и как будто вот привлекает удачу на улице этого города. Там также есть ритуальная часть разбрасывания бобов, но это разбрасывание бобов, а не бросание в какого-то конкретного персонажа. Так что тенгу бобами там не забрасывают. Мне просто уже прилетало видео по поводу того, что тенгу это дух-защитник, и его не должны забрасывать бобами, и его никто не забрасывает. Нет, там ничего такого нет. Моя охота за тенгу проходила подобным образом. Пока все люди следовали за процессией и за самим тенгу, и с жрецами храма, я решила обогнать всю эту толпу. Шимокитазава — это место, которое славится своими узкими улочками, а также различными магазинами, секонд-хендами. И вообще там можно найти очень много недорогих, интересных, старых товаров. Так вот, я пыталась обогнать всю эту толпу, бродя по вот этим улочкам. У меня в руках уже была карта этого мероприятия, поэтому мне удалось понять, где будет все заканчиваться. Я все это обогнала, и в какой-то момент оказалась в точке, в которой должен будет закончиться парад. Поэтому вот тенгу и вся вот эта процессия, они были прямо напротив меня. Заканчивалось все это мероприятие разбрасыванием бобов, конечно же. Но, как я уже сказала, бобы не разбрасывались в тенгу, они просто разбрасывались на толпу. И это не были горсти бобов, это были такие компактно собранные пачечки, в которых были довольно вкусные бобы. Пока люди ловили их, да, их должна была ловить сама толпа. Пока люди ловили их, я пыталась жонглировать двумя моими камерами, снимать фото и видео на них. И в какой-то момент одна из пачек даже чуть не прилетела мне в голову. Я успешно поймала ее, а потом попробовала сами бобы. Они были довольно вкусные. Считается, что когда ты ешь такие бобы, после проведения вот этого мероприятия или во время этого мероприятия, да, ты как раз-таки очищаешься и привлекаешь к себе удачу. Собственно, еще одно интересное японское событие. Если вам интересно было бы услышать о том, какие еще события у меня есть, и услышать это на японском языке, я советую заглянуть в мою социальную сеть, которую нельзя называть. Также я пишу текстовые посты и публикую какие-то короткие моменты из моей жизни в Телеграме. И у меня есть ТикТок-канал, в котором публикуются видео только на русском языке, короткого формата, о таких же мероприятиях, которые я посещаю. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Мите каритай аригато.